Приветствую всех на моем канале. Всем, кто со мной не знаком, меня зовут Алина. И я в трехдневном походе. Сегодня у меня первый день. Сегодняшний день я практически не буду снимать, потому что пошла я поздно. Весны в этом году совершенно нет. Вообще абсолютно. Вот 3 дня у нас стояло такое конкретное тепло. Подразнило, так сказать. Прям летняя такая погода была. Мы даже в футболках походить успели. И вот опять похолодало. Ночью минус обещают, там минус 4 в городе. За городом, естественно, холоднее будет. Вот остановилась тут чаек попить. Кстати, сижу вот на таком бревнышке березовом. Я иду в грот Светлый, свой любимый грот, в огромный. Очень холодно. Сейчас, кстати, снег пробрасывала, я не успела просто снять. Я сначала вообще не поняла, что снег плюс называется. Мажор. Мажор. Ты со мной пойдешь? Пойдешь со мной? Спать пойдешь со мной? Мажор. Встретила Петруху. Он группу ведет. С игл они идут. И в них 2 собаки. Я говорю, пошли со мной, будешь греть меня. Вот так вот в выходные ходить, видите? Сколько народу. Вон, кстати, метки видно сзади. Тут популярная тропа вот эта. И по ней, конечно, особенно в теплые дни, да еще и выходные. Ну, сегодня не теплый день, но все равно после зимы-то все гулять хотят. Ходит много туристов в выходные дни. Вот, одна там группа была, проходила, когда я чай пила. И вот сейчас Петруху встретила тоже с группой. Посмотрите, какая красота. Я вышла на хребет. Вот такой здесь лес красивый, горы видно. И вот такое свинство. Вот, пожалуйста, вот. И вот. Это не просто пешие туристы. Это на квадроциклах приезжают. Постоянно сюда приезжают. На видовке. Посмотреть, так сказать, на красивые виды и просто насрать. Ой, блин, как тяжело с рюкзаком таким наклоняться. Бутылку заберу. А банку мне просто некуда реально деть. Ее не сожгешь и положить некуда. У меня весь рюкзак забит. Бутылку-то придется в руках нести. Просто бутылку я сжечь могу. Сжечь, конечно, тоже не очень хорошо. Но что делать? Я же не могу из леса за всеми мусор выносить. Хотя бы сжечь это тоже будет лучше, чем она будет валяться здесь 1000 лет. Они остановились, их человек 5-6, наверное. Один сказал, что мой подписчик. Блин. Короче, я вас держусь. Зато смотрите, что тут. Ой, малютки. Вон трава. Или прострел еще их называют. Ой, сколько их тут много повыскакивали на солнышко. Все, увидела цветы, настроение тут же поднялось сразу. Сразу так хорошо стало. Красота вокруг какая. Вообще. Вид какой шикарный. Солнце уже такое вечернее. Видно. Короче, я много болтаю, потом завтра еще сколько наснимаю. Опять у меня будет непонятно что. Длинный фильм. Надо прекращать болтовню сегодня. Я же планировала с завтрашнего дня снимать. Так что встретимся в гроте, наверное. Надеюсь, видно муравьев. Ой, копошатся работяги. И вон еще на дереве. Так рада муравьев видеть вообще, реально. Потому что я еще этой весной не видела проснувшиеся муравейники. Реально. Вы только посмотрите на это. Лиственница распускается. Вот такие маленькие иголочки. Мягенькие.
Обалдеть. Вот они, чудеса природы. Красиво как. Наконец-то, конец мая. Середина мая. Они только распускаются. Березовые сережки. Как они красиво смотрятся в лучах вечернего солнца. Вообще. Шикарная картина. Такой вид, посмотрите. Как открытка. Я уже, считаю, наверху грота подошла. И вот пеньки, которые мы с приятелем распиливали, стоят. Вот их надо бы позатаскивать. Они тяжеленные, капец. И еще вот там очень много дров. Вон дрова. Вот дрова. Только их затаскивать очень тяжко. По несколько не занесешь, только по одному. Представляете, 100 раз. Вверх-вниз. Каждую нужно отнести. Очень тяжко будет. Но я завтра попробую. Я же не говорю, что я все перетаскаю. Сколько смогу, столько перетаскаю. Пусть там 2, 3, 5 штук. Сколько получится. Я вот еще не знаю, как там в гроте с водой. Помните, я рассказывала, что у меня мыши там попрогрызли все. И вода вытекла. С того момента, я вот не помню, приносила туда воду. Мне кажется, нет. Ну, привет, грот. Я пришла. Как тут дела? Вот доски, которые я напилила. Вот это вообще шикарная получилась доска. Более-менее ровная. А вот это, конечно, косячная. И вот дрова. Все, что тут было, мы все пораспилили. Зато теперь можно мне сильно не трудиться, не пилить. В основном все почти распилено. Но с другой стороны, туристам халява. Я вон вижу уже. Жгли они. Ладно, не будем про туристов. В принципе, дрова есть, это уже хорошо. Сейчас еще надо проверить, сколько там воды у меня. Народ, я такая счастливая. Я вспомнила, я же приносила воду сюда. И забыла вообще про это. 3 литра, по-моему. По-моему, это 3. Или 2. Не, наверное, это 3. Ну, короче, мне на сегодня точно хватит. И там еще техническая вода есть. Можно руки мыть, там зубы чистить, посуду мыть. А это вообще питьевая из дома я несла. Это, конечно, вообще хорошо, что я тогда позаботилась и принесла. Я вообще забыла про это. Сейчас полезла смотреть, что у меня там вообще есть. И вот нашла воду. Вообще такая радостная теперь. Вся уже учухалась, руки все учухала. Костровище тут маленько перебрала. Туристы приходят, зачем-то его вот такое высокое складывают. Вообще не понимаю, это вот прикол этот вот. Ну, для красивых, наверное, фотографий. Наоборот, лучше, когда оно рассыпано, чтобы костер лучше жечь. Ну, то есть, когда большое такое и пониже. Потому что, когда оно высокое, ты не можешь нормально греться возле него. Короче, каждый раз его перекладываю. Вот сейчас переложила. Порасставила все по своим местам. Все свои табуреточки. Они тоже прихожу постоянно, где попало, разбросано все. Сейчас буду костерчик делать, да рюкзак разбирать. Я тут не успела прийти, уже в дебри полезла. Мы тут с приятелем, когда тот раз дрова пилили, попытались сверху скидывать вот эти чурбаны. А они, короче, круглые же и короткие, и они сильно вниз стали укатываться, то есть сверху кидать не вариант. Вот, и вот несколько штук вот сюда укатилось, вот 2 здесь. И 1 вот там еще ниже вижу. И я вот не знаю, я сейчас хочу попробовать. Смогу ли я хотя бы 1? Тут очень круто. И они очень тяжелые, поэтому вообще я не уверена вообще, что смогу что-то сделать. Но я попытаюсь хотя бы поближе подтащить. Может, у меня получится все-таки вытащить. Жалко такие бревна, такие дрова. Зря пилили, что ли. Хочу попытаться вытащить вон туда.
Вот они, эти, короче, дровины, они реально огромные, не знаю, смогу ли я. И вон там еще валяется. И у нас еще несколько вообще вниз укатилось. А я вот по этим дебрям спустилась, вот они, кусты. И вон он грот оттуда. У меня там музычка играет немножко. Вот, пошла птичек кормить. И увидела эти наши дрова, которые мы скинули. И полезла, птичек оставила там семечки. Вот так вот Алина птичек кормит. Не знаю, сейчас, если ничего не получится, то брошу это дело. Может, завтра попробую. Я еще куртку жалко марать. У меня там еще специально же в гроте есть местная тут куртка, которую не жалко. И кофта есть. А я не переоделась, ничего, я же птиц пошла кормить. В общем, ладно, сейчас попробуем. Не получится, брошу это гиблое дело сегодня. Завтра попробую. Жаль, конечно, что меня никто со стороны не может снять. Вот тащу вот эти 3 дровины по очереди в эту гору. Тут реально очень круто. Еще камни под ногами сыпятся. По очереди их перетаскиваю по чуть-чуть, потом сама, потом еще по чуть-чуть. А вот огромную, вон она лежит. Ее я сейчас не смогу точно поднять никак. У меня есть веревка, я ее завтра попробую привязать и на веревке подвытянуть. Вот такие дела. Вот у этого вот, он тяжелый, но у него хорошо, ручка такая удобная есть. Вот за нее держаться можно. Вот так вот пришла в грот. Уже вечер, ужинать надо. Я тут занялась дровами. Блин, как всегда, найду же себе работу. Мне, чтобы сегодня хотя бы отдохнуть. Вот, смотрите. Вот такой вот подъем. Не знаю, камера передаст. Нет, очень крутой. Сыпучка конкретная. Тут еще везде кусты. Вот я стою. Я тут... Опа, съехала. Я тут продиралась еще через вот эти все кусты. И ноги еще едут ко всему. Здесь крайне круто. И вот мне же надо зачем-то вот тащить вот эти вот дровины огромные. Вот это вообще тяжело конкретно. Да и это тоже. Вот реально неугомонный человек. Вот пошла же птиц покормить. Вот зачем? Жалко дрова. Я же их пилила, я же их кидала сверху. Надо спасать, они что, сгниют. Но то огромное я завтра уже на веревке попробую. Его нереально, оно очень прям тяжелое. Ес, я молодец, я молодец. Создала себе радость, радостную. Ну все, теперь с чистой совестью пойду птиц кормить, а потом уже дотащу до грота эти дрова. Я их уже на тропу вынесла, уже проще будет. Ой, Алина, ой, Алина. Я вообще пошла птиц покормить. И у меня тут еще кое-где заначка есть. Там у меня кое-что спрятано. Вот, надо вытащить из заначки. Сильно много не буду класть, так как вечер. Завтра еще подложу. Это просто, чтоб утром им было что, чем полакомиться. О, хватит пока что. Вся учухалась просто. Маруся. Все штаны грязные. Вот Алина. Все, ладно, надо заначку вытаскивать. Если она еще там есть. О, сколько цветочков уже. Весна, однако. Смотрите, боже, коровка. Малышка. Холодновато. Она такая, как будто спит. Она живая. Я тут уже костер огромный разожгла. Греюсь, замерзла. Поставила вот воду кипятиться. Хочу гречку заварить, поесть. Время где-то 9 час уже. Я еще не ела толком. Я же сегодня типа не снимаю. Хотя уже даже за сегодня я немало, мне кажется, сняла. Ну так. Съемки у меня нормальные сегодня нет. Естественно, на штатив там не ставлю. Со стороны не снимаю. Потому что реально некогда. Все это время занималась делами. Наводила, так сказать, марафет тут в гроте. Бытовуха. И вот я понимаю, что вам интересно все это посмотреть. Даже мне потом интересно иногда бывает, там временами старые фильмы пересматриваю. Даже самой иногда интересно посмотреть бывает, куда я ходила, что делала. Ну, время, когда проходит много. Это же память все равно. Но просто реально некогда, это надо постоянно бегать и за камерой следить, ее ставить, бегать, переставлять.
Когда на камеру, когда не снимаешь, быстренько все делаешь, делами занимаешься. Мне тут надо было и дров напилить. Хоть они и напилены, но мелких нужно было подпилить, чтобы для начала, для костра, чтобы большие схватились. Вот, и воды налить, поставить. И туда налила, там у меня умывальник же есть. Импровизированный такой, из бутылки. Туда воды технической налила, руки мыть. В общем, занималась тут делами. Рюкзак разбирала. Спальники достала. Сейчас вот стол буду протирать. Туристы его просто вообще весь, просто, извините за слово, но реально засрали. Он реально засорный. Сейчас его буду весь протирать хорошенько влажными салфетками, чтобы чистый был. Ну и вот сейчас вода согреется, заварю гречку, буду кушать. В общем, ну, так вот делами я занималась, некогда было снимать. Завтра я надеюсь, что у меня будет полноценная съемка. Опять же, надеюсь на это, потому что надо работать много, и при этом снимать тяжело. Но я постараюсь, потому что фильм я вообще планировала снимать. Ну, а сегодня так будет. Чисто. Чуть-чуть там, чуть-чуть там. Я тут картофанчик запекаю. Свой любимый. Решила с ужином не заморачиваться, запечь картошечку. Вот так вот. Люблю очень так. И вот такую гречку заварила. С овощами. Вот такой, кстати, стол убитый. Просто вообще размазанный, весь грязный. Вот я его освободила сейчас, чтобы протереть. Так и не разглядела, кто это был. Очень похоже на дятла. Возможно, это дятел и был. Судя по звуку и цвет. Вот так у меня картошечка поджарилась. Просто супер. Так здорово. Где-то птички поют, не знаю, наверное, из-за костра их не слышно. Пепел летит на меня, елки-палки. А так хорошо, вообще сижу, балдею. Сейчас вот собралась в калоши переобуться. У меня же здесь в гроте и калоши. Вот кофту, кстати, надела, тоже здесь местная. Куртка здесь есть. Вот это вот хорошо, что я такая запасливая, что у меня тут все есть. Птички где-то прям рядом поют. Причем не пойму, что за птица. Вся в пепалдею, наелась такая, вообще вкусно так, все хорошо. Сижу, балдю. Птичек слушаю. Надеюсь, вам слышно. Как птицы заливаются. Распелись. Какая там красота в гроте. Видите? Вообще супер. Как будто грот такой огнем горит. Представьте, в какой я суперской обстановке сижу. Видели грот со стороны? Это вообще это что-то. Птицы поют вообще на все голоса. Наконец-то. Мне только в мае так поют. А уже середина мая. Холода все стояли. И птицы так не пели. И вот они запели наконец. Супер. Вообще. Я так рада. Я, знаете, как кот, который сметанки наелся. Наелась сейчас гречки.
Сижу у костра, пошла птиц послушала. Вообще вот все коту масленица. Они как говорят, не все коту масленица. Тут прям все коту масленица. Масленица, блины, масло, сметана. И пожирнее. Все вкусно, все калорийно. Все супер просто. Я, кстати, прям вот сюда вот в баночку из-под гречки, которую съела, картошечку покидала. Сейчас буду картошечку еще кушать. Вообще просто. Это просто сказка. Я тут зефирками балуюсь. Смотрите, какие классные зефирки. В виде кошачьей лапки. Большие такие зефирины. Я таких раньше не видела. Первый раз сейчас буду пробовать. О, какая зажаренная. Она прям тает во рту. Сверху подрумянилась такой корочкой. А внутри прям как крем. Очень вкусно. С малиновым вкусом. Вкусняшка. И большие такие. Одну-две съел и все, и наелся. Особенно после еды. Сильно жирно будет. Смотрите, какой у меня кострище просто огромный. Вообще. Я такую большую дровину положила. Пенек, который, кстати, снизу подняла. Просто вообще. Самое главное, здесь не страшно такой костер сжечь. Потому что вокруг камни. Грот весь из камней. Ничего страшного не случится, тем более, особенно, когда следишь за таким костром, чтобы искры никуда не попали сильно. На ночь, конечно, такой огромный нельзя оставлять. Зато сидеть вообще тепло. Потому что на улице уже реально очень холодно. Там было до этого +1 показывал градус. Сейчас, я думаю, наверное, уже 0. А ночью обещают -4, это в городе. Здесь, наверное, будет -6, -7. Ну, обычно за городом всегда холоднее. Тем более в каменном гроте. Ну, от костра-то теплее, конечно. Вот если я у костра лягу, единственное страшно, чтобы искры сильно не летели. Спальник не прожечь. И так, я думаю, не должна сильно замерзнуть. Хоть и минус ночью. Вот мне что и нравится всегда в гроте, вот именно в этом ночевать. Здесь от костра всегда тепло, прям всегда. Тут можно огромный кострище жечь, и ничего страшного не случится. И тепло от этого всегда. Дрова тут у меня всегда сухие, я же их всегда заранее натаскиваю. Здесь они высыхают, так как лежат всегда не под снегом, не под дождем. А вот тут вот в сторонке лежат и прекрасно сохнут. И они тут всегда сухие. Что зимой, что осенью, что весной придешь, они всегда сухие, горят хорошо, от них много тепла. Вот поэтому в этом гроте очень классно ночевать. Вот это кострище. Такая атмосферка тут в гротике. В общем, я собралась уже спать. Я понимаю, что меня, наверное, плохо видно.
Света мало. Но я пытаюсь вот к костру повернуться. Вот, вот так вот я устроилась. Плохо видно, конечно. В общем, я местной курткой теплой закутала ноги. У меня 2 спальника. Один тонкий, совсем тонкий, летний. Прям для жары только он совсем тоненький. Один у меня демисезонный, он довольно теплый. И вот я один в другой вот вставила. И надеюсь, так будет тепло. И еще сверху вот так вот я местную кофту постелила. Чтобы даже не столько для тепла, а сколько для того, чтобы не прожечь спальник, что искры все равно немножко летят, хотя вроде не стреляет костер, но все равно искры летят, пепел летит. Вот, и я накрыла на всякий случай, чтобы не прожечь, а то как-то я прожгла тут спальник. Вот, вот мы уже тут с котиком собрались в баньке. Такие дела. Все, всем спокойной ночи, до утра. Кстати, та дровина, которую я подложила, до сих пор горит, но уже не так опасно, вот так вот потихоньку. Вот, я думаю, что ее надолго должно хватить. От костра идет на меня тепло, и я, в принципе, не должно замерзнуть. Под утро, наверное, будет очень холодно, потому что ночью нормальный такой минус будет. Там, кстати, не видно, там отсюда прям лежу, и вот прям отсюда видно звезды. Да, их не видно. Камера не передает. Но здорово, я вот лежу, смотрю на вот этот костер. Ну тут на отблески на гроте. Вон они, видите, огонь играет. И на звезды, так здорово. Сейчас на это все налюбуюсь, насмотрюсь и буду спать.